Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад, что мы встречаемся с вами сегодня в преддверии Дня российской науки. И, конечно, рад и тому, что предстоит вручить вам, представителям молодого поколения исследователей, знаки лауреатов премии за значимые научные достижения. Поздравляю с праздником все научное сообщество нашей страны, маститых ученых, руководителей крупных институтов, научных центров, преподавателей, научных сотрудников, инженеров и лаборантов, выпускников вузов и аспирантов, которые делают еще только первые шаги на научном поприще. Все вы выбрали интересное, достойное, я бы сказал, захватывающее дело служения прогрессу. В этой увлеченности, неутомимом поиске новых знаний – залог великих открытий. От них во многом зависит будущее нашей страны, ее развитие, процветание. Желаю всем вам успехов на этом благородном поприще. В научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит не только настойчивый труд и выдающиеся таланты исследователя, без этого, конечно, никуда невозможно, но, как правило, и сильная научная школа. Их формирование требует колоссальных усилий и ресурсов. Поэтому наличие целой плеяды таких научных сообществ – наше важнейшее преимущество. Огромное значение имеют научные школы химика Николая Семенова, биолога Владимира Энгельгарта и нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, математиков Андрея Колмогорова и Людвига Фадеева, физиков Абрама Иоффа, Александра Прохорова, Жареса Алферова, Евгения Велихова, других наших прославленных ученых 20 и 21 веков, всех и не перечислить. На прочном фундаменте, который они заложили, строятся современные исследования, обеспечивается преемственность научного поиска, воспитания и становления новых поколений исследователей, новых поколений ученых. Такая эстафета имеет ключевое значение для укрепления отечественного научного потенциала. Ведь в ходе этого непрерывного диалога ведущих исследователей и их учеников рождаются новые передовые идеи и научные направления. Формируется ответственность за страну, чувство сопричастности ее судьбе, стремление внести свой вклад в решение жизненно важных задач. Дорогие друзья, всем нашим лауреатам присущ дух первопроходцев. Вы не боитесь вопросов, на которых пока нет ответов. Но вы ищете эти ответы и находите их. Вы ищете, находите решения и нацелены на достижение задач национального, мирового масштаба. Среди лауреатов научная группа Александра Сергеевича Аникина и Павла Сергеевича Моисеева. Они создали первые отечественные безопасные ядерные батарейки. Это компактные, сверхнадежные и долговечные источники энергии, которые способны работать под водой в космосе при экстремальных температурах, при этом не требуют обслуживания или подзарядки. Такие устройства необходимы для развития автономных беспилотных аппаратов и систем, создания нового поколения самолетов, спутников, ракет. Химик Дмитрий Юрьевич Бутыльский предложил уникальную технологию извлечения лития из природных вод и техногенных растворов. Сегодня это критический компонент для высокотехнологичной промышленности. Незаменимое сырье для производства аккумуляторов широкого спектра умной техники, от смартфонов до электромобилей. Разработанный метод позволяет не только эффективно извлекать литий, но и вновь возвращать его в производство после использования. И такое решение служит еще одним вкладом в создание экологичной экономики замкнутого цикла. Научный коллектив Виктории Викторовны Ведюшкиной, Владислава Александровича Кипкала, Глеба Владимировича Белозерова занимается фундаментальными исследованиями в области математики. Создает способы говорить на языке геометрии о самых сложных динамических процессах, что востребовано при создании лазеров, коллайдеров, развитии квантовых технологий и искусственного интеллекта.
Именно такие масштабные заделы в знаниях позволяют не догонять, не копировать чужое, а самим задавать тенденции в развитии технологий будущего. Мы, по-моему, с Глебом Владимировичем Белозеровым еще в 2022 году об этом говорили. Это было, правда, в онлайн формате, но я помню об этом. Ответ на один из главных вызовов. И очень хорошо, что вы продолжаете эту работу. Ответ на один из главных вызовов современной медицины ищет Артем Борисович Исаев. Он изучает способ борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. С этой целью исследует те вирусы, которые являются естественными природными врагами болезнетворных патогенных бактерий, уничтожают и подавляют их. Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход. И отрадно, что здесь Россия является одним из лидеров. Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению. И повторяю еще раз, отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров. Но нужно сделать следующий шаг, научиться создавать на полученной научной базе лекарства широкого спектра действия. Работа Артема Борисовича приближает как раз этот момент. Дорогие друзья, поздравляю всех лауреатов с заслуженными наградами. Ваши открытия, разработки вселяют уверенность в устойчивом развитии отечественной науки. А ваши достижения станут важным ориентиром для нового поколения исследователей. Благодарю вас за внимание. Указом президента Российской Федерации присуждены премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов Аникину Александру Сергеевичу, кандидату технических наук, заместителю директора отделения Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги и друзья, я от всей души благодарен президенту Российской Федерации за вручение столь высокой награды. Это не только признание результатов труда, это значительный стимул, который вдохновляет для дальнейших побед, для дальнейших достижений в научном труде. Я от всей души благодарю вас, Владимир Владимирович, и Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию за столь высокую оценку и неизменное внимание к развитию российской науки. В мире, где критически важными становятся автономность, долговечность и надежность, бета-вольтаические источники открывают перспективы для создания новых технологий. Они способны работать десятилетиями в условиях космоса, в системах мониторинга и навигации, где замена источника питания физически ограничена или невозможна. Это шаг к новому поколению техники, свободной от проводов и от ограниченного ресурса обычных аккумуляторов. Столь высокий успех был бы невозможен без работы сплоченной команды. Этот результат – плод совместных усилий ученых, инженеров и технологов из разных организаций страны. Я бесконечно благодарен своей родной кафедре изотопов из РХТУ имени Менделеева, которая заложила основу моего пути в науке. Особенно признателен научному руководителю и моим коллегам из Института неорганических материалов имени академика Андрея Анатольевича Бочвара, где мы прошли путь от амбициозной идеи до конкретных инженерных решений и готовых изделий. Все это стало возможным благодаря развитым компетенциям и уникальной инфраструктуре госкорпорации «Росатом». Сегодня, как никогда, важно развивать применение и производство изотопов легких элементов.
Это особое направление, которое может обеспечить синергетический эффект для целых отраслей. От атомной энергетики нового поколения и водородных технологий до микроэлектроники, медицины и систем специального назначения. Особую благодарность выражаю своей семье, моим родным и близким. Без их поддержки, веры и опоры этот результат был бы невозможен. В преддверии Дня российской науки хочу поздравить всех коллег. Наша общая работа – это вклад в будущее страны и ее технологическое лидерство. С праздником! Спасибо за внимание. Масееву Павлу Сергеевичу, директору по развитию производства компании «Форматом». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочу сказать спасибо за столь высокую оценку нашей работы. И отдельно хочу поблагодарить за поддержку мою семью, особенно моих родителей, жену и дочку. Вы моя опора. Спасибо моим коллегам. Работать с вами – огромная честь для меня. Каждый из вас – настоящий профессионал своего дела. И отдельно хочу сказать спасибо своей альма-матер, родной Менделеевке и кафедре изотопов особенно, за то, что предоставили мне возможность расти, развиваться в профессиональном плане. И хотел бы пару слов адресовать подрастающему поколению, будущим ученым, которые еще только учатся. Ребята, помните, фактически единственное, что может дать вам образовательное учреждение, какое бы оно ни было, это возможность, которой вы можете воспользоваться или не воспользоваться. Возможность получить знания, возможность задать вопросы, потренироваться в решении задачек. Но только каждый сам из вас определяет, в какой мере что-то делать или не делать. Кто-то, может быть, будет делать по минимуму так, чтобы отстали, и все. А кто-то примет знания, которые ему предлагают, пропустит через себя и будет использовать потом всю жизнь. Так можно стать действительно счастливым. А вместе с вами будет качественно расти и наша Родина. Но на такое надо решиться. Под лежачий камень вода не течет. И поэтому я искренне желаю каждому человеку поверить в себя, дерзнуть и реализовать весь свой потенциал, став высококлассным ученым, инженером, мастером своего дела. И пусть вам всегда сопутствует удача. Спасибо большое. За разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов Бутыльскому Дмитрию Юрьевичу, кандидату химических наук, ведущему научному сотруднику, доценту Кубанского государственного университета. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, гости, сложно передать словами. Для меня невероятная честь получить эту награду. Я думаю, она станет хорошим стимулом и для ученых из региональных университетов, научных центров, для администрации этих университетов и регионов, чтобы продолжать поддерживать молодых исследователей в их пути. Мембранная наука в этом году отмечает свой юбилей – 50 лет. Примерно столько же существует и мембранная школа на базе Кубанского государственного университета. Российский научный фонд, Кубанский научный фонд, Министерство науки и высшего образования, равно как и администрация университета и региона в лице губернатора Краснодарского края, поддерживали наши исследования. Еще в 2020 году мы задумались о новых прикладных аспектах нашей разработки. И уже тогда нам было ясно, что извлекать литий необходимо непременно из отечественного сырья.
Соответственно, в сложных географических и климатических условиях наших литиевых регионов необходимо применять только современные технологии, чтобы исключить риск экологических последствий. Я хотел бы сказать пару слов благодарности всем тем, кто поддерживал меня на этом пути. Это в первую очередь моя семья, моя жена Татьяна, которая присутствует сегодня здесь. Это и коллектив факультета химии и высоких технологий Кубанского государственного университета. И, конечно же, мой научный консультант, выдающийся и известный ученый Виктор Васильевич Никоненко. И, конечно, я хотел бы поблагодарить все академическое сообщество в лице академика Андрея Борисовича Ярославцева, который поддержал мою работу и направил ее в совет. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сопровождал мою работу, и поздравить всех с наступающим Днем науки. Спасибо. За открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем Ведюшкиной Виктории Викторовне, доктору физико-математических наук, профессору Московского государственного университета имени Ломоносова. Не вы говорите то, чем вы занимаетесь. Она говорит, ничего страшного, главное, что я выговариваю. Это правда. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, гости. Во-первых, я хочу сказать, что для меня очень большая честь получить столь высокую награду. И, во-первых, я, конечно, хотела бы поблагодарить Владимира Владимировича за столь высокую оценку трудов нашего научного коллектива. И, конечно, за те усилия, которые вы, как президент нашей страны, прикладываете для развития и процветания науки. Конечно, наши успехи были бы невозможны без вклада Московского университета. Атмосфера научного творчества, созданная в нем, неизменно способствует новым открытиям и свершениям. Поэтому я хотела бы отдельно поблагодарить ректора Московского университета Виктора Антоновича Садовничева, декана механико-математического факультета Шафаревича Андрея Игоревича, а также моего научного руководителя, академика Анатолия Тимофеевича Фоменко. Ну и, конечно, я хотела бы выразить слова благодарности и признательности своим друзьям, родным и близким. Я считаю, что эта награда для всего Московского университета, для тех людей, которые как поддерживают фундаментальное образование, так и разрабатывают новое, отвечая на вызовы времени. Я хотела бы отметить, что развитие фундаментальной науки, оно способствует прогрессу страны в целом. Оно способствует поддержанию классического качественного университетского образования, что является залогом успешной подготовки специалистов самого разного профиля. И, конечно, это поддержка того научного великолепия, что досталось нам от многих поколений ученых нашей великой страны, тех научных школ, что были ими выращены, и тех плодов, которые пожинает сейчас все человечество. Наша работа, она находится на стыке топологии, математической физики, динамики, и во многом она вдохновлена междисциплинарными исследованиями, которые поддержаны вами, Владимир Владимирович, в рамках программы развития Московского университета. Для меня большая честь быть частью научного сообщества нашей великой страны и осознавать, что мои успехи способствуют ее развитию и процветанию. Спасибо. Кипкало Владиславу Александровичу, кандидату физико-математических наук, доценту Московского государственного университета имени Ломоносова.
Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за ваше решение, поддержку. Это очень большая честь стоять здесь сегодня, но я хочу поблагодарить всех тех, без кого это не было бы возможным, весь тот путь, который мы прошли. И, конечно, моя семья, родители, школа, Мехмат, Московский университет. Лично поблагодарить Виктора Антоновича Садовничева и нашего научного руководителя Анатолия Тимофеевича Фоменко. Надежная основа нашей работы – это та среда, которая создана в России и конкретно в Московском университете, которая поддерживает новые идеи и разработки. Мы за это очень благодарны. Вообще, в дополнение к тому, что сказала Виктория, я очень хотелось бы отметить многие инициативы, реализованные в последние годы, которые нам помогали. Это и молодежная программа грантов Российского научного фонда «Богатый опыт» мы получили, и, конечно, мероприятия на базе Сириуса, Конгресс молодых ученых, мероприятия «Спутники», организуемые в том числе нами вместе с коллегами из регионов, из академических институтов, школы по математике и ее приложениям. Математический центр мирового уровня МГУ, Центр искусственного интеллекта МГУ – это те организации, в которых инициативы, в которых наши исследования получали приложение к реальной жизни, задачам физики, механики, обучению дифференциальных нейросетей. Поэтому хочу закончить тем, что вообще для молодых ученых сейчас открыта масса возможностей, как развиваться. И это очень большая ответственность для нас – быть следующим поколением научных школ Московского университета и, конечно, давать пример молодым исследователям, студентам, может, даже школьникам, примером того, что фундаментальная наука, математика, она всегда востребована, того, что она высоко оценивается государством и обществом. Спасибо вам большое. Белозерову Глебу Владимировичу, ассистенту Московского государственного университета имени Ломоносова. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для нашего научного коллектива и меня лично большая честь получить такую высокую награду. Фундаментальная математика играет ключевую роль в развитии современных технологий. Она позволяет находить ответы на самые сложные вопросы, помогает находить общие в явлениях, которые, на первый взгляд, никак друг с другом не связаны. Мы благодарим вас, Владимир Владимирович, за поддержку фундаментальной науки и фундаментальной математики в частности. Также хочется выразить огромную благодарность нашему научному руководителю и наставнику, академику Анатолию Тимофеевичу Фоменко. Это достижение в большой степени его заслуга. Хочу поблагодарить Московский университет и его ректора, академика Виктора Антоновича Садовничева, а также кафедру дифференциальной геометрии и приложений за возможность работать в уникальной научной среде, за поддержку, за создание плодотворной научной атмосферы. Отдельные и самые теплые слова моей семье, родителям, Владимиру Ивановичу и Елене Викторовне, которые с ранних лет привили любовь к науке и поддерживали во всем, а также моей супруге Елене за терпение и понимание. Эта премия дает нам силы и уверенность ставить перед собой новые, более сложные задачи, смотреть в будущее с энтузиазмом и надеждой на новые открытия. Большое спасибо. За исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета Исаеву Артему Борисовичу, кандидату биологических наук, старшему преподавателю Сколковского института науки и технологий. Уважаемые коллеги, для меня огромная честь стать лауреатом премии, и крайне приятно, что исследования нашей лаборатории анализа метагеномов получили столь высокую оценку. Важно отметить, что это не только моя заслуга, но и заслуга большого коллектива лаборатории, научных сотрудников,
студентов, аспирантов, некоторые из них сегодня в этом зале. Хотел отметить вклад Светланы Белухиной, Алены Дробязко, Оксаны Котовской и Михаила Скутеля. Хочу поблагодарить Скалтех и ректора Александра Петровича Кулешова. Я сам являюсь выпускником Скалтеха и прошел путь от студента магистратуры до заведующего лабораторией. Александр Петрович оказывает нам неоценимую поддержку. Отдельно хотелось бы отметить роль Константина Викторовича Северинова. Можно сказать, что Константин – это мой учитель, наставник в науке. Именно он вдохновил проведение исследований в области систем бактериального иммунитета. В заключение я хотел бы отметить, что решение такой глобальной и важной проблемы, как преодоление кризиса антибиотикоустойчивости среди бактериальных инфекций, требует глубокого понимания биологии как бактерий, так и вирусов, которых заражают бактериофагов, и требует проведения фундаментальных исследований. Поэтому я искренне надеюсь, что у молодых ученых России сохранятся и, может быть, будут появляться все новые возможности для выполнения как прикладных, так и фундаментальных работ в этой важной сфере науки. Большое спасибо. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с сегодняшним мероприятием и с присуждением вам этих высоких званий. Все выступавшие говорили важные вещи, но хотел бы обратить внимание на первого нашего лауреата, который сказал о том, что благодаря его работам создаются системы, отличающиеся автономностью, надежностью и долговечностью. Вот все это демонстрирует наша страна с вами на протяжении многих столетий, более 1000 лет уже. И сегодня, в непростых условиях сегодняшнего дня, Россия демонстрирует как раз в том числе и эти фундаментальные качества. Хочу сказать, что это позволяет России развиваться, уверенно смотреть в будущее, и в это вкладывают свои силы не только многие поколения, но и многие специалисты из самых разных сфер деятельности. Не в последнюю, а может быть в первую очередь вот того, что делается в этом направлении, принадлежит тем, кто работает в сфере научных исследований, нашим ученым, которые создают базу для будущего, для развития фундаментальных исследований и прикладной деятельности. Вам огромное спасибо за это. Поздравляю вас с сегодняшним событием и с наступающим праздником. Всего самого доброго. Благодарю вас.